Привет, меня зовут Вика, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы вместе будем вязать крючком вот такую шапочку кроше. Идеей этой шапочки я вдохновилась буквально на днях, когда пересматривала фильм «Леон», увидела там подобную шапочку на главной героине и подумала, что надо связать. И у меня на создание этой шапочки ушло примерно чуть больше 2 часов, то есть вяжется она очень просто, очень быстро, тем более я максимально подробно все буду показывать и рассказывать. Но прежде чем начать вязание, вам нужно будет измерить свой обхват головы по самой широкой части, как раз примерно там, где у вас обычно заканчивается шапка. И получившееся число вам нужно будет поделить на 3, то есть у меня обхват головы 54 сантиметра. 54 я делю на 3, получаю 18 сантиметров. Это количество сантиметров, которые нам в дальнейшем нужно будет провязать с прибавками. Но здесь есть один важный нюанс. Поскольку нам с вами нужно, чтобы шапочка сидела правильно, то есть плотно прилегала к голове, а не болталась просто как тряпочка, то от этого числа я отниму еще 2 сантиметра. То есть 54 я поделила на 3, получила 18, и от этих 18 сантиметров отнимаю еще 2 сантиметра и получаю 16 сантиметров. Вы делаете точно так же, измеряете свой обхват головы, делите на 3 и от получившегося числа отнимаете еще 2 сантиметра. Если вы хотите, чтобы у вас шапочка сидела прям совсем плотно-плотно, то можете в принципе отнять 3 сантиметра. Отнимать больше я не советую, потому что тогда велика вероятность, что шапочка совсем будет мала. Я отняла 2 сантиметра, и у меня как раз шапочка сидит идеально, то есть она не болтается, но и при этом не передавливает. Обязательно запишите себе куда-нибудь получившееся число, потому что оно понадобится нам дальше в процессе вязания. А перед тем, как мы перейдем к вязанию, я попрошу вас подписаться на мой телеграм-канал. Там можно заранее узнавать о том, какие мастер-классы ждут вас дальше, плюс я делюсь там какими-то моментами из своей жизни. В общем, там я появляюсь сильно чаще, поэтому если вам интересно, обязательно переходите, подписывайтесь. И, конечно, подпишитесь на этот канал, ведь здесь будет еще много всего интересного. Ну что, давайте начинать. Я использовала пряжу Gazal Baby Cotton, здесь в 50 граммах 165 метров, состав 60% хлопок, 40% акрил. На всю шапочку у меня ушло меньше одного мотка, и вязала я крючком 3 мм. Начинаем вязание мы с кольца амигуруми, я делаю его таким образом. Оборачиваю нить вокруг указательного и среднего пальца, вот так крест-накрест. Нить, идущая к клубку, при этом должна быть сверху. Завожу крючок под нижнюю нить, захватываю верхнюю нить, идущую к клубку, вытягиваю ее вот так и проворачиваю, чтобы образовалась вот такая петелька. Затем захватываю нить, идущую к клубку, и протягиваю в эту петельку. Освобождаю пальцы и затягиваю узелок. Саму петельку слегка подзатягиваю, чтобы она не была сильно свободной. Дальше делаю 3 воздушные петли. Делаю накид и ввожу крючок прямо в кольцо. Захватываю рабочую нить, вывожу. У меня получилось 3 петли на крючке. Я захватываю рабочую нить и провязываю сначала 2 петли. У меня остается 2. И я снова захватываю нить и оставшиеся 2 петли провязываю вместе. Это столбик с одним накидом. Снова делаю накид, ввожу крючок в кольцо, захватываю нить, вывожу, у меня 3 петли на крючке. Провязываю сначала 2 петли, у меня остается 2, и оставшиеся 2 петли провязываю вместе. Это второй столбик с накидом. Таких столбиков нам с вами нужно провязать 11 штук. Плюс вот та цепочка из 3 воздушных петель, которую мы провязали в начале, считается как 12 столбик. Итак, я провязала 11 столбиков, повторюсь, цепочка из воздушных петель идет как 12 столбик. Теперь я беру вот этот кончик нити и затягиваю кольцо так, чтобы вот эта дырочка по центру полностью спряталась. Ввожу крючок вот сюда, в 3-ю воздушную петлю под обе ее стенки. То есть, когда я ввела крючок в петлю, у меня сверху получается вот такая косичка, но снизу при этом остается перемычка. Захватываю нить, вывожу, у меня 2 петли на крючке, и одну петлю я протягиваю через вторую, это соединительный столбик.
Затем делаю 3 воздушные петли и сюда же в эту же петлю провязываю столбик с одним накидом. Тут мы сделали нашу первую прибавку. Цепочка из воздушных петель считается как первый столбик, и столбик с накидом в ту же петлю – это первая прибавка. В следующий столбик я также вяжу столбик с накидом, и сюда же в этот же столбик еще один столбик с накидом. Вторая прибавка. Этот ряд у нас весь состоит из прибавок, то есть мы в каждый столбик провязываем по 2 столбика с накидом. В прошлом ряду у нас было 12 столбиков, в этом ряду должно получиться 24 столбика с накидом. Дойдя до конца ряда, снова делаю соединительный столбик в третью воздушную петлю, подобие ее стенки. Затем делаю 3 воздушные петли и сюда же в эту же петлю провязываю еще один столбик с накидом. Таким образом я сделала первую прибавку в этом ряду. В следующий столбик я провязываю один столбик с накидом. А в следующий столбик делаю прибавку, то есть вяжу 2 столбика с накидом. В этом ряду мы делаем прибавку через один столбик, то есть в следующий столбик я снова вяжу только один столбик, а в следующий делаю прибавку, то есть 2 столбика. В следующий столбик снова только один столбик, и в следующий опять прибавка 2 столбика. Так вяжу до конца ряда, чередуя столбик с прибавкой и столбик без прибавки. В прошлом ряду у нас было 24 столбика, в этом ряду мы делаем прибавку через столбик, итого 12 прибавок, значит по итогу должно получиться 36 столбиков. Если вы все сделали правильно, то в конце ряда в последний свободный столбик вы должны провязать один столбик с накидом без прибавки. Снова делаю соединительный столбик в третью воздушную петлю, делаю 3 воздушные петли и сюда же в эту же петлю провязываю еще один столбик, то есть опять сразу делаю первую прибавку. В этом ряду мы делаем прибавку уже через 2 столбика, поэтому я провязываю 2 столбика без прибавок. И в третий столбик вяжу 2 столбика, то есть делаю прибавку. В следующие 2 столбика вяжу по одному столбику без прибавок, а в следующий столбик опять делаю прибавку, вяжу 2 столбика. Так вяжу до конца ряда, делая прибавку в каждый третий столбик. В прошлом ряду у нас было 36 столбиков, в этом ряду мы снова сделали 12 прибавок, итого у нас получается в этом ряду 48 столбиков. Если вы все сделали правильно, в конце вы делаете последнюю прибавку, и у вас остается 2 свободных столбика, которые вы провязываете без прибавок. Заканчиваю ряд, как обычно, соединительным столбиком в третью воздушную петлю, затем набираю 3 воздушные петли и сюда же в эту же петлю провязываю столбик с накидом. Как вы уже поняли, мы всегда первую прибавку делаем сразу же в самом начале ряда. В этом ряду мы будем делать прибавки уже в каждый 4-й столбик, поэтому 3 столбика я провязываю без прибавок, а в 4-й столбик делаю прибавку, вяжу 2 столбика в один и тот же столбик. Затем следующие 3 столбика без прибавок и в 4-й столбик опять прибавка, 2 столбика с накидом. Так я вяжу до конца ряда, делая прибавку в каждый 4-й столбик. В прошлом ряду у нас было 48 столбиков, в этом ряду мы снова сделали 12 прибавок, итого должно получиться 60 столбиков с накидом. И если вы все сделали правильно, то в конце ряда после последней прибавки у вас должно остаться 3 свободных столбика, которые вы провязываете без прибавок. То есть понимаете логику, да? У нас прибавка в каждый 4-й столбик, и здесь мы провязываем после последней прибавки 3 столбика, а дальше уже идет прибавка, которую мы провязали в самом начале. Таким образом у нас все идет ровно по 3 столбика между прибавками. А я тем временем заканчиваю ряд соединительным столбиком, делаю 3 воздушные петли, сразу сюда же провязываю столбик с накидом,
Это у нас, как обычно, первая прибавка. И в этом ряду мы делаем прибавки уже в каждый пятый столбик. То есть следующие 4 столбика я провязываю без прибавок. А в пятый вяжу сразу 2 столбика, то есть делаю прибавку. Дальше снова 4 столбика без прибавок и в пятый столбик прибавка. Так я вяжу до конца ряда, делая прибавку в каждый пятый столбик. В прошлом ряду было 60 столбиков, в этом ряду должно получиться 72 столбика, поскольку мы снова сделали 12 прибавок. И если вы все сделали правильно, то в конце ряда после последней прибавки у вас должно остаться 4 свободных столбика, которые вы провяжете без прибавок. Заканчиваю ряд соединительным столбиком, делаю 3 воздушные петли и снова в эту же петлю провязываю столбик с накидом. Первая прибавка. И в этом ряду мы вяжем прибавки в каждый 6 столбик, то есть 5 столбиков вяжем без прибавок. В 6 делаем прибавку, следующие 5 столбиков без прибавок и в 6 снова прибавка. Так вяжу до конца ряда, делая прибавку в каждый 6 столбик. В прошлом ряду было 72 столбика, в этом должно получиться 84 столбика. Думаю, логика вязания уже абсолютно понятна. В каждом ряду мы делаем по 12 прибавок, и поскольку количество столбиков увеличивается, то и расстояние между прибавками тоже увеличивается. Сначала мы делали прибавку в каждый столбик, потом в каждый второй, потом в каждый третий, затем в каждый четвертый, потом в каждый пятый. Сейчас делаем прибавку в каждый 6 столбик. И если вы нигде не ошиблись, то у вас должно после последней прибавки остаться 5 столбиков, которые вы провязываете без прибавок. Заканчиваем ряд, как обычно, соединительным столбиком, делаем 3 воздушные петли, как обычно в первую же петлю делаем прибавку. И в этом ряду, как вы могли уже догадаться, мы делаем прибавку в каждый 7 столбик, то есть 6 столбиков без прибавок и в 7 столбик прибавка, следующие 6 столбиков опять без прибавок и в 7 снова прибавка, так до конца ряда. В прошлом ряду у меня было 84 столбика, в этом должно получиться 96 столбиков. И у меня это будет последний ряд с прибавками. Если вы нигде не ошиблись, то у вас после последней прибавки должно остаться 6 столбиков, которые вы провяжете без прибавок. Итак, я заканчиваю этот ряд как обычно, и теперь смотрите, я уже провязала нужное мне количество сантиметров с прибавками, то есть я измеряю вот этот круг в расправленном виде, и у меня как раз 16 сантиметров, то есть то число, которое я получила после расчетов в самом начале. Если вы еще не достигли нужного количества сантиметров, то провяжите еще нужное количество рядов с прибавками по той же логике. В следующем ряду прибавка в каждый 8 столбик, получится 108 столбиков, затем прибавка в каждый 9 столбик, получится 120 и так далее. Принцип вы уже знаете. А я тем временем начинаю следующий ряд, делаю 3 воздушные петли, и обратите внимание, что здесь я вот в эту петлю, из которой у меня выходит цепочка воздушных петель, столбик не провязываю, потому что мы теперь вяжем без прибавок. Так что вот сюда со следующей петельки начинаю вязать по одному столбику с накидом в каждый столбик. Повторюсь, дальше я вяжу без прибавок. У меня в прошлом ряду было 96 столбиков, так что в этом также должно получиться 96 столбиков. И не забывайте, что начальную цепочку из воздушных петель мы тоже считаем за столбик. И я, как обычно, заканчиваю этот ряд соединительным столбиком, делаю 3 воздушные петли и точно так же вяжу второй ряд без прибавок. И я довяжу этот ряд до конца и свяжу еще один ряд без прибавок. Итого у меня получается один ряд, самый первый из 12 столбиков, затем 7 рядов с прибавками, затем 3 ряда без прибавок. Итого 11 рядов. И теперь, когда мои 11 рядов готовы, я начинаю часть шапочки с узором. Делаю 3 воздушные петли и сюда же в эту же петлю вяжу столбик с одним накидом.
Делаю накид на крючок, пропускаю 3 столбика и в 4-й столбик провязываю 2 столбика с накидом. Делаю воздушную петлю и сюда же в этот же столбик еще 2 столбика с накидом. Пропускаю 3 столбика и в 4-й столбик также вяжу 2 столбика с накидом. Делаю воздушную петлю и сюда же в этот же столбик еще 2 столбика с накидом. Снова пропускаю 3 столбика и в 4-й столбик также 2 столбика с накидом, воздушную петлю и еще 2 столбика с накидом. Так я вяжу до конца ряда, пропуская 3 столбика и провязывая в один и тот же столбик 2 столбика с накидом, воздушную петлю и еще 2 столбика с накидом. Не забудьте, что вот здесь между пучками из 2 столбиков мы провязываем воздушную петлю, а вот здесь между самими веерами мы воздушную петлю не делаем. Я дошла до конца ряда, провязала последнюю арку, и у меня осталось 3 свободных столбика. Я их пропускаю, и вот в этот столбик, из которого у меня уже выходит начальная цепочка воздушных петель, провязываю 2 столбика с накидом. Делаю одну воздушную петлю и провязываю соединительный столбик вот сюда в 3-ю воздушную петлю. Первый ряд с узором готов, перехожу ко второму. Делаю 3 воздушные петли и вот сюда под эту первую арку провязываю столбик с накидом. Дальше вот эту арку между веерами я пропускаю, а в ту арку, где я вязала воздушную петлю, провязываю 2 столбика с накидом, воздушную петлю и еще 2 столбика с накидом. В следующую арку из воздушной петли также провязываю 2 столбика с накидом, воздушную петлю и еще 2 столбика с накидом. Итак, я вяжу до конца ряда, под каждую арку из воздушной петли делаю 2 столбика, воздушную петлю и еще 2 столбика. Дойдя до конца ряда, я провязываю еще 2 столбика с накидом вот под эту первую арку. Делаю воздушную петлю и провязываю соединительный столбик в 3-ю воздушную петлю. Снова делаю 3 воздушные петли, под эту же первую арку вяжу столбик с накидом. И дальше этот ряд вяжу точно так же, как предыдущий. Делаю под каждую арку из воздушной петли по 2 столбика с накидом, воздушную петлю и еще 2 столбика. Сейчас я вяжу 3-й ряд с узором, всего у меня их будет 5, то есть я закончу этот ряд и провяжу еще 2 точно таких же ряда. Если вам нужно больше рядов, то можете провязать больше. Итак, я закончила 5-й ряд с узором, следующий ряд я провяжу обычными столбиками с накидом, поэтому делаю 3 воздушные петли, ту петлю, откуда у меня выходит цепочка воздушных петель, я не трогаю, а вот сюда в первый столбик провязываю столбик с накидом. В следующие 2 столбика также по одному столбику с накидом. И дальше у меня идет арка из воздушной петли, прямо под нее я провязываю столбик с накидом. И дальше в следующие 4 столбика по одному столбику с накидом. И дальше снова столбик с накидом под арку из воздушной петли.
Так я вяжу весь этот ряд, то есть провязываю по одному столбику с накидом в 4 столбика, а дальше у меня идет арка из воздушной петли, именно под арку я вяжу тоже столбик с накидом. Затем снова по одному столбику в следующие 4 столбика и следующий столбик под арку. Дойдя до конца ряда, делаю соединительный столбик в третью воздушную петлю, делаю одну воздушную петлю, ввожу крючок в первый столбик, захватываю нить, вывожу, у меня 2 петли на крючке, их я провязываю вместе, это столбик без накида. Ввожу крючок в следующий столбик, захватываю нить, вывожу и 2 петли провязываю вместе, это второй столбик без накида. Такими столбиками без накида я буду вязать весь этот заключительный ряд. Дойдя до конца ряда, делаю соединительный столбик вот сюда в верхушку первого столбика, делаю воздушную петлю, вытягиваю нить и отрезаю. И мне осталось спрятать кончики, я это делаю с помощью иглы, ввожу кончик нити в иглу и просто провожу ее через ближайшие столбики с изнаночной стороны вот таким образом. Когда достаточно закрепила нить, просто отрезаю ее. И вот этот кончик от начала вязания я тоже прячу иглой. Я вот здесь пропускаю одну петельку и в обратном направлении провожу нить по этому начальному кольцу. Провожу нить несколько раз по кругу и оставшийся кончик отрезаю. И, собственно, вот что у меня в итоге получилось. Мне очень нравится результат, надеюсь, вам тоже понравилось, надеюсь, у вас тоже все получилось. Если вдруг остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, ну, либо можете просто меня похвалить, мне будет очень приятно. И, конечно, не забывайте ставить лайки, если вам понравилось это видео, для меня это очень-очень важно. А я еще раз напомню, что у меня есть телеграм-канал, там я появляюсь сильно чаще, поэтому, если вам интересно, обязательно переходите, подписывайтесь. Ну и, конечно, подпишитесь на этот канал, ведь здесь будет еще очень много всего интересного.